Давно я хотел купить на свою старушку Sega Mega Drive 2 игру Comix Zone. Решил я поковыряться на Озон и поискать, может быть, что-то продается у наших пиратов. Естественно, я нашел русскую версию картриджа, начал изучать фотографии. Он мне понравился тем, что был выполнен не как у нас обычно это делают в американском корпусе, а в японском. К тому же выглядел он на фотографиях как-то больно уж качественно, что меня и подкупило. Коробка была такая стандартная, маленькая, пластмассовая, с упрощенной и переработанной обложкой. Недолго думая, я все-таки купил его за примерно 500 рублей. Подумал, придет мне этот картридж, посмотрю, что за качество, что из этого можно сделать. Ну, собственно, вот у меня в руках сейчас эта коробочка. Оформление, как видите, не каноничное, но, тем не менее, понять, что за игра из него можно, из этого описания, из этой картинки. Посмотрел я сам корпус картриджа, и он действительно оказался из очень хорошего пластика, без люфта, без скрипа, ну, конечно же, без болтов, но, тем не менее, на ощупь он был, я бы сказал, приближен к японскому оригиналу. Поэтому я и решил сделать его прокачку, то есть сделать полностью русский мануал, заменить вот эту вот обложку на каноничную, американскую и, конечно же, заменить на самом картридже стикеры. О том, что у меня получилось, мы сегодня и поговорим. Я Роман Шабанов, это шоу «Картридж на прокачку», в котором я реставрирую пиратские и просто потрепанные жизнью картриджи. Погнали! Ну, давайте, наверное, в двух словах скажем, что это за игра Comix Zone для 16-битной Sega Mega Drive. Ну, я бы назвал это помесью битэмапа, файтинга и квеста одновременно. Игра весьма нестандартная, и до сих пор я даже не знаю никаких аналогов подобных. Суть в том, что художник комиксов Скетч Тернер рисовал очередной выпуск своего комикса Comix Zone или Зона комиксов, и вдруг в результате попадания молнии бедного нашего Скетча Тернера засосало его собственный комикс, где ему, собственно, и предстоит сражаться с кучкой мутантов, возглавляемый Мортусом, спасти мир вселенной комикса и спасти заодно и наш мир. Помогать ему в этом во всем будет генерал Алиса Саян, которая будет постоянно хвалить его по рации и говорить «Well done, Turner». Well done, Turner. Сам он будет постепенно приобретать силу супергероя, и все это будет происходить на страницах комиксов. То есть вся игра стилизована под то, что главный персонаж перемещается по картинкам страниц комикса, который он сам и нарисовал. Ну, думаю, большинство зрителей и так знают, что это за игра, так что, надеюсь, примерно я объяснил. Прокачку я начал, естественно, с того, что посмотрел, какие вообще бывают коробки у этой игры в разных версиях, то есть японская, европейская и американская. Изучил, какие есть мануалы для этой игры, опять-таки всех регионов. Ну и, естественно, посмотрел, какие бывают стикеры. В итоге, перебрав разные оформления из разных регионов, я остановился на оформлении именно для американской версии, для Genesis. И в этот раз, кстати говоря, я посмотрел тоже японский мануал, и он мне как-то не очень понравился. Как ни странно. Да, он красочный, он хороший, но просто посмотрите на изображение Скетча Тернера на главной странице японского мануала. Я не знаю, японцы, конечно, видимо, хотели улучшить стиль рисовки, но как-то у них получилось весьма сомнительно. То есть мне лично такая рисовка персонажей не очень зашла. К тому же оригинальных рисунков здесь не так уж и много, и в основном весь мануал японский состоит из скриншотов. В итоге я как-то посмотрел на все это дело, и не очень-то мне все это понравилось. Поэтому я решил откатиться назад и взял для перевода американскую инструкцию. Но, конечно же, прежде чем браться за перевод инструкции, мне нужно было подготовить обложку. Благо, что на стикере, коробке и мануале находится один и тот же арт, где Скетч Тернер выпрыгивает из нарисованного комикса. То есть мне нужно было просто его зачистить, подготовить и потом уже просто легко перемещать и обрезать под разные обложки разных элементов. Но чтобы зачистить и полностью выцепить эту картинку основную, и сделать ее в чистом виде, мне пришлось перебрать огромное количество всяких обложек, от европейской обложки до обложки аудио-CD, который поставлялся вместе с игрой. Естественно, они немного отличались по тону, по обрезке картинки. Из всего этого пришлось собирать единое изображение, но самым сложным было найти недостающий кусок в нижней части картинки, который перекрывается
рекламой того, что в коробке лежит аудио-CD. В общем, долго я с ней ковырялся, и потом в итоге, когда уже полностью собрал эту картинку, я увеличил эту картинку через мою любимую теперь программку Upscale. Она очень четко восстанавливает детали рисунков, особенно таких мультяшных, и хорошо сглаживает какие-то проблемные места в заливке. В целом, я думаю, получилось восстановить какое-то прям оригинальное качество картинки, без какой-то там зернистости, с четкими отработанными линиями, так что главный бокс-арт был у меня готов. Следующей проблемой было найти логотип Comic Zone, на котором сидит крыса скетча Тернера Roadkill с таким электрическим хвостом. С этим я тоже немножко помучился, пришлось где-то эту крысу по частям собирать, где-то пришлось сам логотип выцеплять, но в итоге получилось таки это сделать, так что у меня в итоге получился обычный логотип зачищенный и логотип с крысой. Скрины с задней части коробки я просто скопировал их со скана. Ну а дальше уже оставалось делать техники. Мне нужно было просто пересобрать всю вот эту вот обложку в Adobe Illustrator, ну и приготовить ее для печати. Получилось вот такая вот маленькая обложечка, потому что коробка у нас маленькая, но она легко печатается и для большой коробки, если у вас вдруг она есть. Естественно, сзади я все перевел на русский, постарался максимально подточить шрифт, чтобы он был похожим на оригинал. Ну и получилось достаточно, мне кажется, круто. Потом я, естественно, взялся за стикер картриджа, потому что он состоит из все тех же элементов, что и обложка. То есть мне нужно было просто перераспределить уже готовые объекты под стикер и подготовить все это дело для печати. Ну, стикер — это как бы полбеды. Еще у меня появилась идея сделать дополнительный стикер, второй маленький, на заднюю часть картриджа. Там обычно печатают такие небольшие предупреждения, что, мол, не сгибайте, не обливайте картридж, не открывайте. Вот. А на этом, на моем пиратском картридже, там была просто такая небольшая ямочка гладенькая, в которую так и напрашивался стикер. Сначала я подумал сделать стандартный серый стикер с белыми надписями, но потом, пораскинув мозгами, решил, что можно сделать что-нибудь поинтересней. Я нашел картинку с изображением генерала Алисы Саян, прикрутил ее лицо сбоку вот этого самого стикера и добавил вот эти вот надписи с предупреждениями. По итогу получился весьма такой брендированный картридж. Но здесь у меня возникла первая проблема. Я по старой доброй традиции распечатывал эти два стикера, передний и задний, на самоклеющейся бумаге и сверху решил наклеить пленку для учебников. Раньше у меня это все хорошо прокатывало. Я как бы делал дополнительное ламинирование. Но на этот раз почему-то то ли пленка какая-то стала плотная, то ли что, не знаю. В общем, я все это дело сделал, вырезал, и когда уже наклеил стикер на сам картридж, через день или через два я заметил, что он у меня сверху оттопырился. Возможно, здесь сыграла роль то, что у японского картриджа верхняя половина такая скругленная, а не плоская, как у американского картриджа. Может быть, дело в этом. Поэтому пришлось его полностью снять. Ну, а заодно я снял и задний стикер с этой Алисой Саян и по новой их распечатал. Но на этот раз уже не стал ламинировать, а просто приклеил. В итоге получился вот такой вот картридж, когда я все это дело наклеил. Немножко вот тут слишком я переборщил со скруглением, когда обрезал ножницами. Ну, издалека не так уж это и бросается в глаза. А сам стикер получился очень хороший, он все еще блестящий и уже не отклеивается. То есть сидит очень плотно. Получилось круто и качественно. То, что и заслуживает наш картридж. Ну и напоследок у меня осталось самое сложное – перевод и переработка мануала. Самое главное – восстановление его цветастости, потому что в оригинале американский мануал черно-белый, и это всегда проблема, особенно на поздних играх для Mega Drive. Ну, как вы понимаете, сама обложка мануала у меня уже была практически готова. Тоже я просто пересобрал элементы, которые использовались на обложке коробки. Но макет инструкции, который я скачал, содержал заднюю часть мануала, заднюю сторону, просто черный. Я так подумал, ну, наверное, так и есть. Но решил перепроверить, зашел на eBay, посмотрел фотографии и увидел, что там сзади, на задней части, есть реклама игры «Приключения Бэтмена и Робина». Цветастая реклама со скриншотами, с описанием и с логотипом. Это было для меня таким сюрпризом, потому что я как-то уже морально настроился, что там просто сделаю красные полосы на задней половине, а тут вдруг вырисовывается чуть ли не второй бокс-арт, который нужно полностью переработать. Однако же игра крутая, так что мне было даже приятно делать эту рекламку. Но ладно, вернемся к самому мануалу. И главная его фишка в том, что первые его страницы — это такой небольшой мини-комикс. Этот комикс плавно подводит нас к тому, что происходит в самом начале игры.
где скетч падает на пол, и перед ним стоит вот эта вот Алиса Саян. То есть комикс нам, собственно, и рассказывает, как она там очутилась и что происходило за мгновение до этого. Комикс, к сожалению, как и весь мануал, черно-белый. И это была, конечно, для меня очень большая тяжелая дилемма. Я очень бы хотел его раскрасить, чтобы у меня был мануал не просто цветной, а еще и с цветным комиксом. Я даже нашел, что в Windows-версии Comics Zone имеется такой небольшой фрагмент с кусочками этого комикса, где они раскрашены. То есть какие-то цвета я уже мог подсмотреть. Кружил я, значит, в фотошопе все эти страницы комикса, изучал, думал, как же мне их полегче раскрасить. Но в итоге пришлось принять тяжелое решение и отказаться от раскраски этого комикса, потому что я его просто физически не потянул. Слишком там много деталей и слишком много цветов. Я даже искал в интернете, подумал, может быть, где-то есть все-таки цветная версия, но нифига, ничего не получилось. Так что эти странички я оставил черно-белыми. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь наберется сил и сможет их раскрасить. Ну, а все остальные страницы уже со скриншотами, там, с какими-то небольшими зарисовками, с врагами я, естественно, уже раскрашивал. Ну и, конечно же, шрифты я попытался подобрать похожие, потому что если шрифты не похожи, то мануал, естественно, теряет весь свой вот этот вот шарм лицензионного продукта. Ну и в итоге у меня получилась вот такая вот маленькая книжка. Самое обидное здесь, что книжка действительно очень маленькая. Больше я сделать ее просто не мог. В этой коробке есть держаки для мануала, поэтому я подгонял под этот размер. Там в итоге получилось, что вот этот мануал — это 2/3 от оригинального размера. Ну, можно было на пару миллиметров побольше сделать, но, читать его не очень удобно. Уж очень мелкий текст. Давайте теперь его просто полистаем. Я немножечко вкратце расскажу о страницах, о том, как их делал, как переводил. Давайте для начала рассмотрим обложку. Вот наш скетч-тернер, выпрыгивающий из мира комиксов. И главная надпись «Инструкция» на русском языке. Для тех, кто еще не понял, что это за книжка. На первой странице у нас профиль главного героя. Кто такой скетч-тернер и чем он занимается в обычной жизни. Это типа его автограф. И далее начинается 8-страничный комикс, повествующий о том, как Алиса Саян и ее напарник Тобол сошлись в неравном бою с мутантами Мортуса. Диалоги все на русском. Особо здесь задерживаться не будем, желающие смогут прочитать этот комикс по ссылке в описании. Содержание. Здесь первый рисунок, который я раскрасил. И обратите внимание, что у этого скетча Тернера ноги коротковаты. Это проблема иллюстрации именно американской инструкции. Далее инструкция по запуску игры на консоли. Если у вас с этим проблемы, то почитайте. Описание пунктов меню опции. Здесь была проблема с переводом обозначения кнопок Action, Jump и Custom. Для слова Custom я не смог подобрать вменяемого перевода, написал в скобках на выбор. А далее по тексту я оставил название кнопок на английском. Листаем дальше, и здесь описание кнопок контроллера, где нам намекают, что лучше играть на 6-кнопочном аркадном контроллере. Основные движения. Здесь рассказывают, как прыгать, бегать и виснуть на трубах. Боевые приемы. В этом разделе подробно описываются все боевые приемы нашего подопечного персонажа. Здесь почитайте названия суперударов. Переводил как мог. Американцы вообще любят использовать всякие заковыристые названия типа удар дракона, прыжок змеи, засос вампира, так что пришлось изворачиваться. Выживание в зоне комиксов. Это краткое описание игры с изображением Алисы, держащей рацию. Видимо, готовится сказать «Well done, Turner». Описание экрана игры и всех его элементов. Здесь скрин удалось сделать максимально похожий. Предметы инвентаря с картинками. Иконки вопросика пришлось дорисовать желтый квадрат, так как в инвентаре она не размещается. Список мутантов. С этим разделом пришлось попотеть. Каждого из вражин, а их здесь 8, пришлось раскрашивать вручную. Долго с ними возился. Зато теперь смотрится в разы круче. Список эпизодов. Скрины здесь я взял примерно похожие. Кстати, названия немного отличаются от тех, что в игре. Например, здесь написано «Ночь живых мутантов», а в игре просто «Ночь мутантов». Видимо, это какой-то каламбур от разработчиков. Создатели игры. Здесь я под шумок вписал свое имя. Ну а что, проделана огромная работа, имею право. А вот эти две картинки с Мортусом и скетчем я взял из японской инструкции.
инструкции, потому что там они были уже раскрашены. И главное, японцы перерисовали скетча и исправили ему короткие ноги. Ну и как же без предупреждения об эпилепсии? Думаю, ее симптомы имеются у каждого из нас. Еще я заметил, что некоторых смущает предупреждение о выгорании экрана проекционных телевизоров. Тут главное не путать большие проекционные ELT-телевизоры из 90-х и современные проекторы, которые проецируют изображение на стену. Страничку для заметок я добавил от себя, чисто чтобы заполнить пустой лист. Ну и на десерт у нас цветная реклама на обратной стороне инструкции. Игра «Приключения Бэтмена и Робина» действительно очень крутая, поэтому мне понравилась идея сделать про нее такой рекламный плакат и перевести его на русский. Тем более, что этот дизайн фактически повторяет макет, изображенный на обратной стороне коробки с игрой. Оттуда я взял цветные скриншоты, а весь этот логотип с Бэтменом и Робином я перерисовал в векторе, то есть качество у него максимальное. Кстати, разработчики здесь очень гордились тем, что у них в игре есть псевдо-3D эффекты. Сама игра крутая, но сложная. Ну что ж, вот такая вот у меня получилась цветная русская инструкция. Ну что, теперь у нас наступает самый волнительный момент шоу «Картридж на прокачку». Мы будем собирать полный комплект игры Comix Zone для Sega Mega Drive. Итак, вот у меня имеется коробочка. Я уже заменил здесь обложку. Вот она. Здесь у нас Скетч Тернер улыбается. Скорее кричит. Здесь у нас русский текст. Написано, что вход в зону комиксов. Первый по-настоящему интерактивный комикс. Коробка есть. Теперь картридж, как я уже сказал, с дополнительным хитрым стикером. Прям, чувствуется, что сделано хорошо. И корпус. Самое главное, что мне нравится вот этот корпус. Все-таки пластик получился очень хороший. Не знаю уж, какую-то мы технологию использовали, но прикольно. В общем, я доволен самим картриджем, его качеством. И мануальчик, наш микромануальчик. К сожалению, микро, потому что без вариантов. Можно было, конечно, распечатать большой, он тогда не влезет. Что мне, просто привязывать сбоку мануал, что ли, скотчем приматывать к коробке? Нет, конечно же. Нет такого варианта, не существует его. Кладем картридж. Исторический момент. Картридж. Все держится как влитой, не выпадает ничего. И теперь аккуратненько мануальчик. У нас тут раз, два, три, четыре держака. И нам нужно тут аккуратненько разместить наш мануальчик. Вот так опускаем. Все, закрепили. Все. Вот он держится. Вот эту я люблю штучку сверху загибать. Вот так вот. Загибаем ее вот так. Опа. И потом закрываем, чтобы она держалась и не мешала. Так сказать, более компактно получается. Все. Бам-бам-бам-бам! А у вас есть игра Comix Zone с русской инструкцией? Кстати, там сама игра тоже на русском. Так что официальный российский комплект. Все, Comix Zone у нас официально прокачан. Можно смело ставить его в наш импровизированный музей картриджа на прокачку. Кстати, саму игру я прошел на стриме, так что можете посмотреть во вкладке «Трансляции». Well done, Turner. Ну что ж, напоследок скажу, что, естественно, все макеты для печати точно такого же комплекта вы найдете в описании к этому ролику. Я выложил ссылку на сервисе Boosty. А если вы захотите поддержать канал, то, естественно, можете сделать это тоже на сервисе Boosty. Там есть разные уровни подписки, выбирайте любую, жмякайте, потому что любая помощь важна для развития канала. Если у кого-то возникли вопросы с тем, как печатать мануал, то у меня есть для этого отдельный видеоурок. Ссылочка тоже будет в описании. И также есть еще отдельный урок по наклеиванию стикера. Но, надеюсь, со стикером-то проблем, наверное, не возникнет. Не забывайте подписываться на канал, вступайте в группу ВКонтакте, поддерживайте на Boosty. Также можете отправить разовый донат. Он поможет мне с покупкой новых картриджей на прокачку. Но на этом у меня все. Еще увидимся. Test 1, 2.